Приветствую всех. Это вторая серия истории про установку устройства цифровой индикации УЦИ модели EH800-3 на настольный фрезерный станок Weiss VM25L. Первую серию, в которой была смонтирована линейка на продольную ось X, вы сможете найти по ссылке в описании к данному ролику. Сегодня займемся монтажом линейки на поперечную ось перемещения стола Y. Ее крепление я решил осуществить на основании станины с левой части станка. Снимаем штурвал продольной подачи. Прикидываем положение линейки и размечаем одно из ее крепежных отверстий. Сверлим отверстие. Я использую небольшой цилиндр, чтобы контролировать перпендикулярность положения сверла к поверхности. Конечно же, это не точный метод, но тем не менее, все же он помогает. Также при помощи его я контролирую глубину сверления, регулируя вылет сверла из патрона дрели. Нарезаем резьбу М5. Фиксирую линейку для разметки второго крепежного отверстия. Я использую самодельный кондуктор для накеривания. Сверлим отверстие и нарезаем резьбу. Для крепления линейки я изготовил на токарном станке две проставки из дюрали, которые приподнимают линейку над станиной на 3 мм. Это требуется, во-первых, для защиты линейки от стекающего с направляющих масла и прочей грязи, а во-вторых, за счет уменьшения толщины одной из проставок регулируется параллельное положение линейки, поперечно направляющей в этой плоскости. В принципе, данные проставки легко можно заменить обычными кузовными шайбами подходящего размера. Закрепляем линейку винтами М5. Устанавливаем индикатор в магнитном штативе и предварительно выставляем параллельность линейки к ходу поперечной направляющей по верхней торцевой грани линейки.
Делаю метки положения линейки и переставляю индикатор для выставления параллельности линейки к ходу поперечной направляющей к боковой грани линейки за счет подтачивания изготовленных мной проставок под линейку. Непараллельность данной боковины станины оказалась более 2 мм. После выставления линейки в этой плоскости я окончательно выставил линейку в плоскости по торцу. Получилась примерно вот такая конструкция. Теперь изготовим поводок или привод, который обеспечит передвижение оптического блока линейки от крестовины стола. Для этого я взял кусок 3-мм алюминиевого уголка. Отрезаю заготовку, равную ширине оптического блока линейки. Обрезаю все лишнее. Уголок я размечал и изготавливал по месту, не делая никаких предварительных чертежей и замеров. Размечаю и фрезерую V-образной фрезой канавку на месте сгиба уголка. Сверлим крепежное отверстие. Загибаю уголок, и вот что получилось. По отверстиям на уголке размечаем и сверлим отверстия в крестовой части стола. Нарезаем резьбу М5. Закрепляю уголок крестовой части стола. Выставляю правильное положение уголка и размечаю второе отверстие. Закрепляю уголок, используя винты М5. Закрепляем уголок с оптическим блоком линейки винтами М5. Вынимаем транспортную проставку. Посмотрев повнимательнее на получившийся уголок, я все же решил укрепить место сгиба на нем, так как на этом месте с наружной стороны образовались небольшие трещины. А пружинное крепление оптического блока линейки будет оказывать пусть и небольшое, но постоянное давление на эту деталь. Сделать это можно массой способов. Можно положить шины и дополнительный слой алюминия или пропаять место сгиба газовой горелкой с алюминиевым припоем, либо приварить аргонодуговой сваркой. У меня под рукой была текс-сварка, которой я как раз учусь пользоваться.
нравится, я решил укрепить уголок ей. Получилось неказисто, но работать будет. Окончательно монтируем уголок. Проверяем работоспособность с блоком индикации. Далее мы займемся монтажом линейки на вертикальную ось Z, но это уже будет в следующей серии. Большое спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Если вы еще не подписаны на мой канал, я приглашаю вас это сделать. Всего вам самого доброго и до новых встреч!